Он написал 16 книг о людях, которые знают, кто они. И однажды ночью не смог себе ответить на этот вопрос. Курсор мигал. Он смотрел на него и не напечатал ничего. Впервые за 8 лет ничего не написал в тот день. Следующие 2 недели он пытался ответить сам. Не смог. Тогда сделал единственное, что умел. Открыл чат и спросил у машины: «Кто я, если убрать профессию, статус, все, что я делаю?» Ответ пришел через секунду. Длинный, складный, про идентичность и внутреннее ядро личности. Он прочитал и почувствовал облегчение. Лег спать. Утром проснулся и понял. Вопрос никуда не делся. Машина не ответила. Она заглушила. Вот это и была настоящая опасность. Через неделю он уехал. Дом стоял на краю леса. Там пахло смолой и старым деревом, и чем-то сладким, не едой, а временем. Харланд встретил его у калитки, посмотрел не на лицо, куда-то глубже, и спросил: «Устал думать?» «Устал не думать», — сказал писатель. Харланд усмехнулся. «Это уже лучше. Заходи». Вечером поставил на стол глиняную кружку, тяжелую, теплую. Пар поднимался густо. Горечь, земля, что-то смолистое. Что это? Зверобой и грибной отвар от Мигеля. Кто такой Мигель? Харланд сел напротив и ответил: он живет в лесу выше по реке, собирает грибы, не все подряд, а те, которые подходят конкретному человеку. Говорит, что у каждого своя темнота, и под нее нужен свой свет. Этот отвар для тех, у кого голова не может остановиться, не успокаивает, именно останавливает. Ты познакомишься с ним, если задержишься. Писатель взял кружку 2 руками, тепло пошло через ладони в грудь немедленно. Он не понимал, когда последний раз просто держал что-то теплое. Не листал, не печатал, просто держал. Ночью Харланд показал ему лежанку, деревянную, низкую, под ней ульи, пчелиные ульи. Здесь спать? Да. Зачем именно здесь? Харланд присел на край. Пчелы гудят на определенной частоте. Тело ее чувствует, даже когда голова не слышит. Я заметил, люди, которые спят здесь несколько ночей, начинают медленнее говорить. Медленнее значит честнее. Встал, взял свечу. Попробуй. Писатель смотрел на лежанку, из щелей поднимался тихий гул. Лег. И подумал, они точно знают, кто они. Или просто делают и не спрашивают. Не знал, что страшнее. Первая ночь. Пчелы гудели под телом. Вибрация поднималась в ребра, в горло. В 3 часа ночи рука потянулась к полу. Туда, где должен был быть телефон. Нашла пустоту. Замерла на полпути. Кто
кто я без экрана? Вопрос лежал в темноте рядом. Теплый и острый одновременно. Вторая ночь. Хуже. Проснулся в час и лежал, считая километры до города. 20, там будет сеть. Это не была мысль сумасшедшего. Это была мысль человека, у которого забрали единственный способ не слышать себя. Не встал, лежал и впервые спросил иначе. Не кто я, а когда я в последний раз был собой. Не в книге, не в интервью, по-настоящему. Ответ не пришел, но вопрос стал живым. Утром третьего дня озеро. Заходи. Она ледяная. Именно, сказал Харланд. Заходи. Писатель шагнул в воду. Холод ударил снизу вверх. Воздух вышел сам. Ни одной мысли, ни ИИ, ни книг, ни вопроса. Только тело, только вода. Он вышел, сел на камень, руки дрожали. Почему это помогает? Харланд смотрел на воду. Холод не умеет притворяться. Ты пока в нем тоже. Вот и весь секрет. Писатель посмотрел на воду и понял, что именно это он сказал. Не ответ, место, где нельзя притворяться. Харланд работал с ульями, медленно. Пчелы вокруг него без страха. Они не жалят тебя? Жалят иногда, сказал Харланд, но я давно перестал от них дергаться. Дергайся, жалят сильнее. Остаешься спокойным, они чувствуют. Это как с огнем. Боишься, обожжешься. Умеешь сидеть рядом, согревает. Обернулся. Твой и такой же огонь. Не враг, просто огонь. Писатель смотрел на пчел, думал огонь, который показывает тебе тебя. Если умеешь смотреть, сжигает, если нет. Третья ночь. Гул под телом стал глубже. Земля дышала, и вдруг не мысль, понимание телом. Он увидел себя. Человека, который 16 лет писал о других, чтобы не писать о себе. Который спрашивал у машины, чтобы не слышать собственные ответы. Который был очень занят, чтобы не встречаться с тишиной внутри. Кто я без всего цифрового? Ответ пришел не словами. Пришел как выдох. Тот, кто лежит здесь, слышит пчел, чувствует дерево под спиной и, наконец, не спрашивает. Через несколько дней он открыл ноутбук, написал одно: «Ты не враг, ты огонь, я просто не умел с тобой обращаться». Ответ пришел через секунду. Огонь не знает, кто ты, это знаешь только ты. Закрыл ноутбук медленно. Как закрывают что-то, что больше не нужно держать открытым. Вечер опускался на лес. Пчелы возвращались к ульям. Он сидел у воды. Харланд подошел тихо, встал рядом, спросил: «Нашел?» «Нет»,
сказал писатель, но перестал искать там, где нет. Харлан кивнул, постоял, ушел. Писатель остался, слушал пчел, слушал свое дыхание и больше не спрашивал ни у кого. Есть один старик, которого я знаю, ему 82, всю жизнь держал пчел. Однажды я спросил его: как ты живешь столько лет и не устаешь? Он посмотрел на меня и сказал просто: я никогда не спрашивал у пчел, кто я такой. Я долго думал, что это шутка. Потом понял, нет. В следующей истории старый улей и письмо внутри, написанное 40 лет назад человеком, который всю жизнь готовился жить. Можно задаться вопросом, а нужен ли искусственный интеллект человеку? Может и нет, но кому-то да. Можно к нему обратиться как к зеркалу, к своему зеркалу, к расширению своей мысли, расширению своего понимания. И тогда он тебе поможет. Он станет инструментом, который расширит твое мышление на основе твоих же знаний. Он не скажет тебе ничего нового. Однако искусственный интеллект очень хорошо структурирует все, что ты ему даешь. Дашь свои мысли, искренне выложишь свою программу, свои мысли, дашь ему задание, сложи все правильно, он сложит. И тогда ты сможешь увидеть себя с другой стороны. В этом искусственный интеллект воистину дар эпохи, который может помочь, если с ним обращаться грамотно.